С вами Александр Смирнов и канал «Разлюбить и забыть». И давайте с вами поговорим о том, что нужно сделать в первую очередь, если от вас ушли и прямо сейчас вас накрыло. Я бы это назвал «скорая помощь». И я сейчас объясню, почему это важно делать и что с вами может происходить. Смотрите, когда отношения разрушаются, когда от вас уходят, складывается ощущение, что нужно что-то понять, что-то проанализировать, что нужно что-то сделать, может быть, побежать, позвонить, вернуть партнера, что угодно. Но это большая ошибка, потому что в первую очередь, проблема ваша носит исключительно эмоциональный характер. И я приведу такой пример. Представьте очень-очень пьяного человека. Вот человек очень пьян, он идет, шатается, там, заваливается в какие-то канавы, падает. Может ли этот человек принять какое-то здравое, хорошее, верное решение? Нет, конечно. Да он и на ногах-то держаться не может. Теперь давайте перенесем эту аналогию на ваше, если только что от вас ушли или недавно вам плохо, на ваше эмоциональное состояние. Когда нас обуревают буквально какие-то вот такие сильные эмоции, когда нам прям плохо становится, да, мы становимся подобны вот этому пьяному человеку. Сильные эмоции нас опьяняют. Так же, как пьяный человек, мы не можем каким-то образом мыслить трезво. И все мысли и выводы, которые будут приходить в нашу голову, они будут не в нашу пользу, они не будут играть за нас. Понимаете, да, что мысли и выводы вроде как в нас рождаются, да, но они не всегда то, что нам надо. И если мы будем идти за своими эмоциями, если мы будем поддаваться им, во-первых, мы можем наломать дров и свою ситуацию сильно усугубить. Поэтому вот все вот эти вот выводы, желания, импульсы, они у нас нетрезвые. Второй момент, да, как вот я говорил, что если человек пьян, он даже своим телом управлять не может, да, он падает, не знаю, там, не может подняться и так далее. Вот ровно так же наши действия и поступки будут выглядеть, и они не смогут быть скоординированными. И что же нужно? Нужно в первую очередь изменить свое состояние, хотя бы сделать его более спокойным. Я не говорю о большем, потому что, чтобы вот из такого сильно негативного состояния, вот из этой душевной боли привести себя совсем в хорошее состояние, это нужна, конечно, большая тренировка. Но, тем не менее, мы можем справляться с собой и изменять свое состояние. Дальше. Есть еще один такой момент, о котором бы я хотел сказать. Есть такая у нас такая привычка ума, скажем так, в таком состоянии негативном начинать делать всякие выводы, анализ некий, да, о том, что почему нас бросили, да, что вот происходило, кто был прав, кто был неправ, вот я был прав или там она была не права, ну и так далее, да. И этого делать тоже категорически не надо, потому что все выводы, как я сказал, они тоже будут нетрезвые. То есть анализ ситуации, почему так произошло, кто прав, кто виноват, в этом состоянии делать тоже категорически не надо. Потому что эти выводы вы запомните, будете на них опираться, а они будут неверные. Даже если они будут казаться, что они вот такие есть, что я вот прям чувствую, что я сделал верный вывод, но не будут эти выводы верные. Итак, что же можно делать в этой ситуации? Если от вас ушли и вам плохо, здесь есть несколько вариантов. Первое – это вы можете пребывать в таком очень сильно маниакальном, назовем так, состоянии, когда вы не можете ни сидеть, ни лежать, вас прямо бьет, колотит вот эта вот энергия, и вам с собой не совладать. Какое-то некое такое сильное возбуждение, и вот такая сильная эмоциональная боль, да, которая перемешана как бы вот с этим возбуждением. Что нужно делать в этом случае? Ну, нужно эту энергию просто куда-то разрядить. Например, вы можете выйти в парк или на улицу и
прямо вот ощутить в теле эту энергию и, например, побежать. Причем пытаться ее как бы выбежать всю. Если нет возможности бегать, можно отжиматься или, одним словом, вам нужно какое-то физическое действие, которое вот прямо разрядит вот все это напряжение, переведет ее вот в это вот физическое все действие и как бы перегорит, да, чтобы вам стало хоть как-то спокойней. Следующий момент. Если вы чувствуете, что совсем как-то не можете с собой совладать, какая-то истерика, и в голове вот полный сумбур, вообще ничего не можете с собой сделать, вы можете просто пойти и встать в очень холодный, под ледяной душ. Да? Вот такой, сделать себе контрастный душ. Встать и включить такой душ, такой температуры, чтобы вас прямо, знаете, как встряхнуло. Знаете, вот зачем человеку дают пощечину, когда у него истерика? Не для того, чтобы его ударить, да, чтобы его стряхнуть, чтобы человек вот вернулся здесь и сейчас, вот прямо в свое тело. А для этого не обязательно себя бить, да, для этого вы можете просто встряхнуть свое тело через очень холодную воду. То есть вы встаете под нее и прямо, знаете, иногда бывает даже такое состояние, что холодная вода и не очень-то ощущается. И вы прямо стоите под этим ледяным душем, пока не почувствуете, что вот прямо как-то возвращаетесь в тело, какой-то вот здравость рассудка к вам возвращается. Очень хорошая штука. Ну, конечно, не надо себя там застужать, да, доводить до болезни, но краткосрочно, если вы себя засунете под холодный душ, с вами ничего не случится. Опять-таки, если настолько взбудораженное состояние, что вы даже не чувствуете эту холодную воду, вы вряд ли простудитесь, потому что уже явно, что организм находится в таком, знаете, таком экстренном режиме, что такая, знаете, ни одна простуда вас не возьмет в таком состоянии. Но вам нужно прийти в себя. Еще один момент. То есть такое есть правило. Чем у вас тяжелее состояние эмоциональное, имеется в виду, когда уже вот все, вы себя не контролируете и ничего не можете с собой сделать, то тут нужно себя приводить в чувство через любое интенсивное физическое воздействие. На худой конец можно себя там ущипнуть настолько сильно, чтобы там стало больно. Не надо, конечно, там какие-то повреждения себе наносить, но чтобы вы вот начали чувствовать тело. В конце концов, вы можете взять ладошку и начать себя прохлопывать. Просто вот шлепать себя сильно по телу ладошкой, причем прохлопывая руки, ноги, туловище, прямо чтобы почувствовать эти шлепки, чтобы они были, ну, такие достаточно сильные, потому что шлепая себя вы явно не повредите, но вам нужно прямо, чтобы вы начали ощущать тело. И вот эти вот шлепки, чтобы какая-то вибрация пошла, вам нужно, знаете, вот как говорят, что человек вышел из себя, а вам нужно в себя вернуться. И не стесняйтесь, на это можно потратить 10, 20, 30 минут, именно прохлопывая тело, стараясь вернуться в него, стараясь себя как бы выбить из вот этого совершенно неадекватного состояния. Следующий такой момент – дыхание. Дыхание, оно очень сильно влияет на наше состояние. И если вы начнете просто дышать более медленно и глубоко, ну, естественно, чтобы у вас не было одышки или нечто подобное. Если вы крайне перевозбуждены, у вас дыхание будет очень быстрое и поверхностное, да? Вы можете его замедлять потихоньку. То есть заметить, как я дышу сейчас, да? Начиная дышать более медленно, потом еще медленнее, потом еще медленнее и усиливать глубину дыхания, пока оно не станет, ну, насколько это для вас возможно, да, у всех свои возможности легких, медленным и глубоким. И когда ваше дыхание замедлится, ваш ум замедлится, и ваша вот эта вот эмоциональная составляющая тоже станет более медленной, что ли, не такой раздирающей. Теперь другой момент. Мы с вами рассмотрели такую фазу маниакальную, но может быть у вас фаза, наоборот, депрессивная, когда вам хочется лежать, когда как будто бы нет сил, очень плохо, прямо болит все в груди, и как будто бы нет вообще сил встать или что-то делать, и боль прямо вас терзает. То есть это такая, наоборот, фаза, ну, назовем ее депрессивная. И если там мы шли от более активного воздействия на свое тело к менее активному, здесь мы идем наоборот, от менее активного воздействия на себя к более активному. Поэтому тут мы начинаем, ну, например, с дыхания. Вы должны начать дышать медленно и глубоко,
насколько сможете, и стараться переключить все свое внимание на дыхание. Второй момент. Начинайте тело расслаблять, потому что оно будет зажато, все такое скрюченное от боли, а вам нужно его расправить. Поэтому делайте более глубокие вдохи, а на выдохе сверху вниз отпускайте, начиная, например, с нижней челюсти, отпускайте плечи, низ живота и икры ног. И старайтесь расслабить тело. И чтобы дыхание стало, знаете, вот таким свободным. И вот когда вы приезжаете в лес, да, и вот чистый свежий воздух, и вы хотите его вот прямо дышать, да, вот медленно, глубоко. И вам нужно расслабиться, и вот чтобы дыхание стало медленным, очень свободным и расслабленным. Потом встаете и даже если вам не хочется, просто походите по квартире. Но при этом не просто ходите, а опять все внимание в теле. Можете ощущать свои, например, стопы. Да? Вот вы ходите, и все внимание в тело, вы двигаетесь и ощущаете стопы ног. Потом вы можете также сделать простукивание, только уже менее интенсивно. Знаете, вот прямо простучать, чтобы в теле такая появилась как дрожь, вибрация, чтобы тело как бы пробудилось, проснулось. И затем я бы вам очень рекомендовал, даже если не хочется, но выйти и погулять на улице. Потому что все-таки на улице психика и организм ощущают себя по-другому. И здесь работает такое правило, что чем больше вам не хочется вообще даже двигаться, чем больше хочется лежать, тем еще меньше сил, еще больше уныния, и вам вообще ничего не будет хотеться. Чем вы больше начинаете потихоньку вот так себя немного заставлять двигаться, тем больше у вас будет прибавляться энергии. Но в любом случае, это вот как скорая помощь, да? Вам это позволит, первое, успокоиться, уменьшить интенсивность вот этой внутренней боли, несколько прийти в себя, и будет уже несколько плюсов, да? Потому что вы не будете ломать вот те самые дрова, да, не будете делать что-то, о чем потом пожалеете, у вас не будет вот этот вот хаос мыслей, там, каких-то оценок, которые будут совершенно бессмысленны, только вас будут в тоску вгонять. И вы уже хотя бы немного более трезво посмотрите на ситуацию. И я сразу скажу, что есть, естественно, более сложные техники. Можно научиться очень хорошо управлять своей психикой. Но тут, знаете, нужна практика. Естественно, чем более тяжелое эмоциональное состояние, тем, естественно, сложнее с ним справиться, и тем больше нужно навыка и, что ли, квалификации. Да, вот если вы идете в спортзал, и вы неподготовленный человек, вы уже не сможете там хорошо играть в теннис или быстро бегать и так далее. Здесь нужна тренировка, да? Но какие-то элементарные вещи я бы вам рекомендовал делать, причем не один раз, вот то, что я описал, делать, да, а несколько раз делать, да, то есть если опять накрыло, опять идти в душ, опять себя прохлопать, опять подышать, и делать это не один день, а вас там завтра, послезавтра накроет, и каждый раз, знаете, это должен быть как такой некоторый подвиг с вашей стороны, понимаете, ваше преодоление, что вот эти волны депрессии или какого-то жуткого настроения или вот этой эмоциональной боли, они на вас накатывают, но вы им не поддаетесь. Вы хотя бы на элементарном таком физическом уровне делаете нечто, что приводит вас в более трезвое и хорошее состояние, а не просто начинаете там тонуть, понимаете? Вот чем больше вы тонете в этом, чем больше страдаете, чем больше времени проходит в этом состоянии, тем больше ваше тело просто и психика запоминает. Такая привычка появляется, да? Потом человек ко мне приходит через полгода таких страданий, говорит, мне плохо, мне сложно от этого отделаться. Ну, конечно, полгода-то привыкать к таким страданиям. Поэтому делайте, и можете делиться своими результатами и со мной в комментариях, например, и с теми людьми, которые будут читать и для которых тоже будет полезен и ваш опыт, кстати говоря, и у вас все получится. С вами был Александр Смирнов и канал «Разлюбить и забыть».